Интересные люди и важные события. Хроника нашей жизни. Дайджест самых актуальных тем. Программа «Прямой эфир». Все, о чем нужно говорить здесь и сейчас. В прямом эфире. Доброго дня, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Прямой эфир», и сегодня мы поговорим про ямальские встречи, которые пройдут у нас уже в эти выходные в детской библиотеке. У нас в студии спикер этого мероприятия Виктор Тартанов, российский певец, музыкант и первый в России незрячий теле- и радиоведущий, а также Румянцева Ольга Сергеевна, президент общественной организации развития поколения. Виктор, Ольга, здравствуйте! Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день, Михаил. Рассказывайте, как вам погода у нас? Понравилось, нет? Погода ничем не отличается от Москвы, да. Такое ощущение, холодно. Почему? Комфортное. Комфортное? Я бы не сказал, что здесь холодно. И вот точно такая погода в Москве. Точно такая. Минус 10, по минус ощущениям. 9, да, вот по ощущениям. Ну, у нас тут недавно заморозки были, сейчас действительно потеплело. Что ж, во-первых, хочу сказать вам, Виктор, для меня это большая честь с вами сейчас разговаривать в эфире, потому что я знаю вашу биографию, друзья. Это действительно стоит для того, чтобы прочитать о том, где ее можно прочитать. Мы обязательно скажем, но уже под конец эфира. Вот. Но, тем не менее, как вы вообще приняли участие в ямальских встречах? Расскажите мне. Ну, началось, во-первых, это давно. Я сначала был в разных регионах, а потом мне захотелось на Ямал. И я вот с Ольгой Сергеевной попали первый раз в марте этого года в Салехард, Лабытнанги, в Ноябрьск, в Новый Уренгой, но до Надыма не доехали. Вот, мы все это делали за свой счет. Можно я тебя поправлю? Да. Ты всегда говоришь, вот попал, это как круто я попал на ТВ. Это была проделана огромная работа, и Виктор Николаевич вложил туда очень большие ресурсы, как душевные, и мы очень много искали возможностей для того, чтобы это сделать. То есть это не просто, это была инициатива Виктора, его сюда тянуло, у него свои видения на мир и на мироощущение за счет того, что он незрячий. Но за счет его силы, и инициатив, которые он поднимает буквально с нуля. Поэтому вот эта трактовка, мы попали. Или, Нет, я прям попал, не знаю, я захотел и попал. Виктор думает, что он все-таки попал. Да, я попал. Я попал на Ямал. Вот. И я хочу сказать, что вот поразил сначала Салехард. Вот слепой человек, казалось бы, представьте, попал, куда-то попал. И я хочу сказать, что что-то здесь другое. Здесь небо ближе, сакральное нечто есть такое, да. И я хочу сказать, что мне понравилось, когда вот в некоторых городах, уже потом мне говорят, а как там на земле? Как там на земле? Я понял, думаю, значит, я попал, наверное, на небо России. Я считаю, что мы сейчас на небе России в какой-то степени. И потом еще, такой момент. Я летел в общем, из Салехарда в Ноябрьск. Объявили рейс, командир корабля, высоту и так далее. Думаю, сейчас начнется на английском языке вот это бесконечное повторение. Тарабарщина. Да. Нет, ничего не случилось. По-русски сказали, и все, я понял, друзья мои, вот она, где Россия. И я понял, что я впервые в своей жизни попал в Россию, потому что здесь нет вот этого постоянно англоязычного момента. А уже в некоторых аэропортах, сейчас не буду называть, уже на китайском начинают на стенах писать. Ну да, есть действительно такая тенденция. Я-то не против, мы гостеприимны, но я хочу сказать, что здесь вот на Ямале поражает многонациональность, во-первых, сплоченность. И вот как раз здесь то, о чем все говорят, что надо жить в мире, согласии, добре, вот оно здесь все это есть. Просто люди этого не знают. И я очарован. И Надымом. Вот сегодня прилетел с утра, ночь почти не спали, а настроение прекрасное. Виктор, очень приятно слышать такие слова в моем случае, о моем родном городе, в котором я родился и вырос. Не могу просто сравнивать, потому что все-таки я здесь, опять же, родился и вырос, и для меня, в других городах люди как-то, не особо-то и отличались, но тем не менее, действительно, у нас здесь очень добрые все и очень сплоченные. Вы верно это подметили. Но все-таки плавненько давайте перейдем, наверное, к вопросу о том, что же завтра вы будете рассказывать в качестве спикера на мероприятии, которое будет проходить 2 часа.
Сегодня непростые события происходят в мире, как, впрочем, и всегда. Вот мне говорят, что когда я там занимался какой-то музыкой, творчеством, мне все говорят, вот не то время ты выбрал заниматься этим. Я говорю, я-то родился здесь и сейчас, вот нахожусь, значит, я должен этим заниматься здесь и сейчас. А мне говорят сейчас, вот, допустим, сейчас экономический, политический кризис, и у людей в головах каша, да, такая. Люди не знают, нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Какие-то происходят, значит, там вирусы и так далее. Да всегда это было и будет, вот я об этом говорю. Но самое главное, цель, с чем я приехал, я хочу сказать молодым людям, вот, которые проживают на Ямале, потому что здесь... Самое главное, нужно понять, что где родился, там и пригодился, и что наша страна – это страна возможностей. Чтобы вы не захотели, все для вас делается здесь. Я это видел, потому что я проехал по Ямалу достаточно уже. И самое главное, вот скажу вот такие свои лозунги, да, что я говорю всегда. Это, во-первых, что наша страна, она особенная, многонациональная, сильная, непобедимая. Это первое. Второе, значит, что любовь и красота обязательно спасут мир. Вот, а добро всегда победит зло. Вот это основные такие тезисы. Вот. А так, в общем, я буду говорить о целях, к чему мы должны стремиться, куда мы должны идти. Своим примером. Вот я отец 4 детей, да, я слепой, и вот я здесь. Вот, Михаил, как ты относишься вообще к тому, что вот человек родился, допустим, 13 ноября, Международный день слепых, потом, с 10% зрением, потом окончательно ослеп, потом, значит, жил, начал заниматься песней и музыкой, потом оказался здесь на Ямале. Это случайно или нет? Я думаю, что все-таки нет. Бог шельму метит. Вот я родился в Международный день слепых и ослеп. Ну, что теперь делать? Ну, это данность такая. Друзья, не пугайтесь. Ну, на самом деле, я о проблемах вот инвалидов говорю уже давно, когда еще никто не говорил. Но сегодня существует инклюзия общества. Общество немножко больное у нас. Вот нужно понимать, зачем вы заходите в интернет. Вы заходите в интернет, да? Смотрим картинки. И не думаешь, зайду на 10 минут, да? И начинаешь смотреть все подряд. Особенно... И пропадаешь там на час, на два, как это да, это просто выброшенное время. Я уже давно сказал, если тебя нет в интернете, значит, тебя нет вообще. Но это не значит, что мы там должны круглосуточно находиться. Поэтому надо как-то все дозировано, все хорошо в меру. Тут я полностью согласен. Существует такая действительно современная проблема. Я вообще даже больше скажу. Вот, на мой взгляд, мы даже вот чисто, наверное, даже как-то эволюционно, скажем так, не подготовлены к такому потоку информации, чисто физически. Мне кажется, наш мозг просто не справляется с тем количеством информации, которую мы каждый день получаем, поэтому надо... И у нас каша в голове образуется. Каша, да, мы должны отделять, вот как бы, как говорят, котлеты отдельно, мухи отдельно. Ольга Сергеевна, как вы считаете? Ваше мнение, Ольга Сергеевна? Все люди индивидуальные, и ты знаешь, что у всех все по-разному. У всех все по-разному, но всех надо вытаскивать на поверхность. Все на должны улицу, быть активны. На улицу, да. Бегать надо, спортом заниматься. Погода прекрасная. А не дома сидеть с компьютерами и телефонами. Все абсолютно верно и правильно. Ну что ж, думаю, более подробнее о себе, да, в принципе, о жизни Виктора вы, друзья, можете всегда узнать на сайте. Кстати, скажите, пожалуйста, где можно вас найти? ViktorTartanov.ru и во всех соцсетях, то есть популярные. Раз вот за интернет речь зашла у нас как раз. Ну, интернет нами, Виктором Николаевичем, в частности, переполнен. Мы работаем Захламлен. над этим. Захламлен. Да. Вот, я приезжаю в некоторых местах, пою песни, говорят, слушайте, а эти песни мы уже слышали. Вот. А я еще песни пою. Да. Вот. И, говорит, мы слышали уже эти песни, а не знали, кто поет. Я говорю, будете знать теперь. Я хочу сказать, что вот Надым, да, сегодня мы прилетели, утро такое, снежное, погода, бодрость. И вот хочется всем пожелать, друзья, верьте в лучшее, верьте в чудеса, все сбывается. Вот если вы что-то захотите сильно-сильно, маленькими шагами двигайтесь к своей цели. Все обязательно сбудется и исполнится. Если вот, я же говорю, что у меня, когда должен был родиться 4-й ребенок, я жил в Ростовской области, да,
И я понял, что я уже там не проживу. Я тогда сел один в самолет слепой, улетел в Москву, и уже 3 года в Москве. Вот. А сейчас я вот летаю по разным регионам. Ну, сейчас вот зачастил сюда, потому что здесь прям вот, ну вот, как сказать, благодатная почва. Я чувствую, что не зря здесь нахожусь. И контакты поддерживаю с местным населением, с коренными народами. Поэтому обязательно вот наше общение продолжится. Я более чем уверен, что вы не в последний раз сейчас у нас в гостях находитесь. Я вас приглашаю лично на День оленевода посетить. Обязательно вам сообщу, когда у нас будет на Дыме проходить. Это прям масштабный праздник. Наши слушатели подтвердят. Вот. Так что... Я вообще вот был в чуме, сидел, пил чай. Да, кушал хлеб вот этот нянь. И когда вот я одевал эту одежду из оленей шерсти, да, в смысле шкуры, это просто потрясающе. Мне жалко оленей, с одной стороны, да, но с другой стороны, вот эти народы, местные коренные народы, малочисленные, они должны свою культуру обязательно нести, и это важнее, чем, скажем так, нефть, газ. Сохранить культуру, сохранить собственные традиции и популяризировать их, потому что здесь должна быть туристическая привлекательность, здесь должны многие люди об этом узнать, потому что не все знают, как это здорово. Будем работать над этим, как говорится. Ну вот мы как раз посещали форум, да? Да. На котором разнопланово, очень доступным языком поговорили безбарьерно политика, бизнес, и рассказали они о том, как они взаимодействуют на тех территориях, да, где ведут свою деятельность. И он назывался, вот мы сегодня, да, проговаривали название, это взаимодействие бизнеса и политики в сфере устойчивого развития коренных и малочисленных народов Севера, да, и очень много на самом деле делается, да, и это поразило, потому что мы с Виктором Николаевичем, помимо того, что обозначили свое присутствие, да, на Ямале, мы интересуемся разнопланово, и нам интересны все сферы, которые связаны, да, для того, чтобы внести, потому что Виктор Николаевич мотивирующий спикер, да, и ему нужно понимать, как работать. Да, вот еще, слушай, ты сейчас рассказала об этом. Значит, я еще хочу сказать, в Москве сейчас происходит потрясающая выставка, где представлены разные регионы Российской Федерации, в том числе и Ямал. И мы вот как раз не могли туда не поехать, да? Какие у вас были на впечатления? ВДНХ. Ты знаешь, вот я какое-то чудо испытал. Вот небольшой такой павильончик, да, маленький, в смысле павильончик, который выделено место, павильон-то огромный, и выделено место именно Ямалу небольшое. Я не видел там вот это 3D всяких сфер, там такие интересные штуки, вращаешь колесо, вот для детей особенно интересно, показывают, как происходит бурение там и так далее. И мы одели вот эти национальные одежды, мы пообщались с людьми, мы там пофотографировались, и еще там медведь белый стоял, который двигался. В общем, я хочу сказать, что как-то удалось вот прям перенести кусочки Ямала в центр Москвы. Это было потрясающе. Поэтому кто, может быть, будет в Москве, обязательно эту выставку надо посетить. Да, она еще выставка будет... до 4, по-моему, апреля, Да, если она не еще долго ошибаюсь. будет. Ну да, дорогие друзья, если вы держите путь в Москву, обязательно посмотрите. Надо поддержать Ямал. Да, поддержать надо, поболеть, как говорится. Вот. Ну что ж, наше время постепенно подходит к концу. Напоследок, друзья, я напомню еще раз то, что завтра будут проходить ямальские встречи. Сначала в детской библиотеке по адресу Комсомольская 6А. В 2 часа дня вы сможете поговорить с Виктором, соответственно, пообщаться, послушать его мотивационные вещи. Очень рекомендую Да, посещение. я спою патриотическую даже песню, может быть, одну, может быть, не одну. Это будет прям замечательно. Ну и еще вечером, конечно же, в Айсберге, в гостинице тоже будет проходить уже совместные встречи. Можете тоже прийти, вход везде абсолютно да, уже свободный. Там с Ларсен мы будем подводить итоги, отвечать на вопросы. Да.
Что ж, ну, а вам, дорогие наши гости, большое спасибо, что пришли. Был очень рад с вами поговорить. Очень, Взаимно. Очень приятно было услышать очень много добрых слов про наш край. Друзья, наши слушатели, пожалуйста, цените это тоже. Ну, И слушайте радио «Надым». Вот. Это просто классно. Вот пока мы сидели, звучит хорошая поп-музыка. Да. Это улучшает настроение. Всем всего Спасибо доброго. большое. До свидания. Что ж, у нас в студии были Румянцева Ольга Сергеевна и Виктор Тартанов. Всем, как говорится, хорошего дня.